Ты не потерял силу, ты просто слишком часто позволял мозгу выбирать легкое. Мы привыкли ждать. Ждать вдохновения, настроения, подходящего момента. И каждый раз, когда оно не приходит, мы откладываем снова и снова. Но истина в другом. Истина в том, что мозг не враг. Он просто копирует твои привычки. Если ты учишь его избегать, он становится мастером отговорок. Если ты учишь его действовать, он становится союзником. Александр Микулин – академик, инженер, человек дисциплины, проживший долгую и насыщенную жизнь, утверждал: «Не ждите вдохновения, ждите сигнала и действуйте». Он не верил в спонтанные озарения, он верил в систему, в повтор, в ритм, в то, что волю можно тренировать, как мышцу. И мозг можно приучить делать трудное, спокойно, точно, без истерики. В этом видео 9 принципов, которые изменили жизни многих. Если ты хочешь, чтобы твой мозг работал на тебя, а не против, начни с этого. Каждая глава – это шаг, не к силе тела, а к силе духа. Воля, пас, это не то, с чем ты рождаешься. Это то, что ты создаешь. Не в моменте вдохновения, а в тишине повтора. Микулин утверждал: сила воли – это навык, а навык рождается из преодоления. Не один раз, а снова и снова. Каждый раз, когда ты делаешь шаг сквозь нежелание, ты усиливаешь себя. Каждое маленькое действие вопреки лени – это тренировка. Не масштаб важен, а частота, не геройство, а ритм. Он писал: «Нет задачи, которую нельзя выполнить. Есть только неразвитая способность делать ее каждый день. Когда ты откладываешь, ты не ленишься. Ты просто даешь сигнал мозгу, усилие, опасность. И он подчиняется, он заботится по-своему, он защищает от напряжения, но в этой защите ты теряешь опору». Микулин предлагал не бороться с мозгом, а воспитывать его как тело. Не через силу, а через повтор. Не побеждать сразу, а делать шаг один, но каждый день. Например, написать один абзац, сделать 5 минут зарядки, выключить все и сосредоточиться на одной мысли. Эти усилия малы внешне, но внутри это тренировка твоей глубинной воли. Она не требует вдохновения, она требует выбора. Ты не обязан быть железным, ты просто можешь начать с 10 минут. И в этих 10 минутах будет рождаться не результат, а новый ты. Микулин писал: организм привыкает к труду так же, как и к безделью, но от первого – сила, от второго – деградация. Именно в моменте, когда тебе не хочется, когда ты устал, когда сопротивление особенно громкое, именно тогда и происходит настоящее развитие. Потому что ты действуешь не из эмоций, а из решения, а решение – это основа зрелости. Каждое усилие, даже крошечное, как повтор в спортзале, оно оставляет след. И если ты делаешь это сегодня, завтра тебе будет легче, а через месяц ты уже другой. Вот почему Микулин считал: воля – это первый и главный принцип. С него начинается путь. Путь к себе настоящему, тому, кто может, даже когда не хочется. Эмоции переменчивы. Сегодня ты вдохновлен, завтра опустошен. Если ум зависит от настроения, он становится рабом хаоса. Но Микулин говорил: если у вас нет режима, вы находитесь под властью хаоса. А в хаосе ум не может быть эффективным. Он выстраивал свой день по строгому порядку. Не из-за строгости, а из-за понимания: структура освобождает, а беспорядок крадет силу. Каждый раз, когда ты садишься за задачу без ясного начала и конца, ум впадает в тревожность. Когда это закончится? Что будет дальше? Где пауза? Где границы? Неопределенность вызывает внутренний шум, а шум разрушает внимание. Микулин советовал создавать ритм, блоки, повторяющиеся действия, 25 минут сосредоточенной работы, 5 минут отдыха и снова работа. Не для контроля, а для устойчивости. Мозг не любит неожиданностей, он любит путь, он идет по накатанной или путается в развилках. Микулин писал: нельзя взять штурмом то, к чему можно подойти шаг за шагом. Он не предлагал жесткость, он предлагал опору. Даже если у тебя нет настроения, даже если тебе трудно, ты знаешь, в это время ты просто садишься и делаешь. Не потому что хочется, а потому что это твой порядок. Так день за днем система становится сильнее вдохновения. Ты больше не зависишь от импульса.
Ты становишься хозяином ритма. Через несколько дней мозг перестает сопротивляться. Он привыкает, он включает нужное состояние сам. Ты начинаешь работать без внутренней борьбы, без истерики. Ты просто входишь в ритм и идешь. Вот почему Микулин считал, внутренняя дисциплина не враг свободы. Это ее условие. Именно в порядке рождается энергия. Именно в повторе появляется глубина. А система — это не клетка. Это твой личный путь к свободе от хаоса. Мы часто думаем, что ум — это нечто абстрактное, что он живет в голове, отдельно от тела. Но это иллюзия. Усталость ума — часто зов тела, а ясность мыслей — дыхание крови. Академик Микулин говорил, кто владеет телом, владеет и умом. Он не противопоставлял ум и физику, он объединял их в единый механизм, где мысль рождалась не в отрыве, а в движении, в дыхании, в кровотоке. Микулин подчеркивал, движение — это не отвлечение от дела, а способ делать его глубже. Когда ты встаешь и делаешь круг руками, мозг получает кислород. Когда ты разминаешь позвоночник, внимание возвращается. Когда ты дышишь глубоко, мысли собираются в точку. Он писал, усталость ума — это не слабость, это застой. Ты садишься за задачу, но голова мутная, ты читаешь и не понимаешь. Ты думаешь и рассыпаешься, и тебе кажется, что ты не в форме, но ты просто засиделся. Микулин создавал простейшие упражнения, которые можно было делать прямо во время рабочего дня. Встряхнуть плечи, пройтись, поднять руки вверх, вдох-выдох, шаг. Он называл это активная встряска. И считал, что она восстанавливает не только тело, но и волю и ясность. Чем чаще ты даешь телу шанс ожить, тем меньше сопротивления в уме. Микулин не верил в магию. Он верил в кровообращение, в простые законы, в единство биологии и дисциплины, потому что невозможно ожидать от мозга усилия, если тело вялое, сдавленное, уставшее. Перед задачей подними голову, выпрями спину, вдохни. И ты почувствуешь, сопротивление уходит, а вместе с ним возвращается ты. Вот почему он говорил, хочешь думать, начни двигаться, хочешь решить задачу, оживи тело. И в этом ключ, потому что ты не чисти, ты система, а сила всегда в целостности. Страх перед трудным — это не страх самой задачи. Это страх неизвестности, напряжения, это привычка отступать при первых признаках усилия. Но Микулин говорил, бояться трудного значит давать слабости место в себе. Мысли «а вдруг не получится?» слишком тяжело, я не готов. Это не сигналы разума, это сигналы избегания. Мозг не сопротивляется задаче, он сопротивляется боли от провала. И именно поэтому он начинает саботировать. Но есть выход – не бороться со страхом, а изменить саму точку зрения на трудное. Не как на наказание, а как на тренировку. Не как на угрозу, а как на игру. Микулин считал, сложная задача не разрушает человека, она его структурирует. Он утверждал, преодоление усиливает волю, сопротивление закаляет характер. А внутренняя стойкость формируется не после победы, а в момент, когда ты не отступил. Попробуй задать себе вопрос не как быстро избавиться от этого, а что будет, если я просто попробую, просто начну, просто сделаю первый шаг, просто посмотрю, на что способен. Любопытство сильнее страха. Когда ты подходишь к задаче как к эксперименту, мозг включается в другом режиме. Не в режиме «избегай», а в режиме «давай посмотрим». Микулин писал, характер не дается от рождения. Он куется в повторении усилий. Ты не обязан быть героем. Ты можешь просто быть настойчивым. Ты можешь просто не отступать. И тогда, день за днем, мозг перестает бояться. Он перестает сопротивляться. Он больше не воспринимает сложное как боль. Он воспринимает его как норму. Микулин говорил, разум развивается не там, где легко, а там, где трудно. И это не пафос, это анатомия роста. Каждый шаг навстречу трудному – это вызов не только задачи, но и самому себе. Ты не обязан побеждать сразу. Ты просто можешь остаться внутри процесса, и в этом уже победа. Вот почему четвертый принцип звучит как внутренняя установка. Не убегай от трудного, смотри ему в глаза. Потому что именно там начинается ты.
Мы боимся устать, боимся перегореть, боимся надорваться. И потому выбираем легкость. Но усталость не всегда враг, иногда это путь. И Микулин знал об этом. Он писал: «Истощение наступает не от труда, а от беспорядка и отсутствия ритма. Мы путаем переутомление с рабочим напряжением. Боимся усилия, потому что не умеем им управлять. Но как спортсмен не боится нагрузки, если она ритмична, так и ум не боится трудного, если в этом есть система». Микулин был категоричен. Покой – это не синоним восстановления. Чрезмерная пассивность – это путь к угасанию. Он писал: «Организм, живущий в покое, отмирает». Ты не станешь сильнее, если будешь постоянно избегать напряжения. Ты станешь уязвимым. Но и бросаться в работу без плана также опасно. Вот почему Микулин предлагал ясную формулу: ритм, работа и отдых, напряжение и восстановление. 25 минут концентрации, 5 минут активной паузы. Повтор он считал, что полезнее умеренно уставать каждый день, чем медленно разрушаться от постоянной лени. Потому что небольшая осмысленная нагрузка делает тебя устойчивым, собранным, включенным, а хаотичная гонка ломает. Он писал: «Напряжение не враг, враг – хаос». Мозг сопротивляется не задаче, а неопределенности. Когда нет времени начала и конца. Когда не ясно, когда ты остановишься, когда ты просто делаешь что-то. И тогда мозг включает тревогу, потому что нет рамки, нет безопасности. А если ты говоришь себе: «Я работаю 30 минут», потом остановка. Мозг понимает: значит, можно идти. Это не бесконечно, это под контролем. Микулин подчеркивал: даже отдых – это часть усилия. Не лежать, а восстанавливаться. Прогулка, воздух, вдох, тишина. И тогда энергия возвращается. И ты снова способен на фокус, не потому что переждал, а потому что восстановил. Вот почему он говорил: не избегай напряжения, управляй им. И ты станешь сильным не за счет сгорания, а за счет ритма. Мир сегодня – это нескончаемый шум. Экран, сообщения, нотификации, переизбыток. Но самая большая потеря не время, а внимание. Микулин писал: «Рассеянный ум, как дырявое ведро. Сколько ни наливай, все утекает». Ты можешь быть гениальным, но если ты не умеешь быть внутри задачи, ты теряешь силу. Потому что глубина не рождается в спешке. Результат не появляется из суеты. Он считал: фокус – это мышца. Ее нужно беречь, и ее можно тренировать. Первое правило – убрать лишнее. Телефон в режим без звука. Ленты закрыть. Пространство очистить. Людям сказать: «Я недоступен». Создай себе священное время, даже если это 20 минут. Но это твои 20 минут. Без вторжений, без фона, без ментального шума. Микулин сравнивал сосредоточенность с лучом света. Рассеянный освещает все, но слабо. Сфокусированный и прожигает металл. Так же работает и ум. Он может быть рассеян и слаб, или собран и точен. Он говорил: человек теряет силу, когда внимание растворяется в мелочах. Концентрация – это не только внешняя тишина, это внутренняя решимость не уходить, не метаться, не переключаться, присутствовать. Держи перед глазами цель, пиши план. Возвращай внимание, когда оно уходит. Это как дыхание. Вдох, выдох и возвращение к сути. Сначала будет тяжело, 2 минуты фокуса и уже усталость. Но потом 5, потом 10, потом 30. И ты входишь в поток. Он писал: 15 минут настоящей концентрации ценнее 3 часов рассеянной деятельности. Ты входишь в глубину. Ты видишь неочевидное. Ты успеваешь больше и устаешь меньше, потому что внимание – это топливо. И когда оно направлено точно, результат рождается как будто сам. Вот почему Микулин считал: фокус – это не ограничение, это свобода, потому что только в фокусе ты действительно действуешь, а не имитируешь действия. Иногда мы устаем не от работы, а от ее бессмысленности. Даже простая задача без внутреннего ответа «зачем» становится тяжелой. Микулин писал: человека питает не только пища, но и цель, ради которой он живет. Мозг не машина, он тонко чувствует.
Если он не видит смысла, он буксует. Если он чувствует, что все, что ты делаешь, пусто, он сопротивляется. Но стоит появиться смыслу, и даже сложное становится легким, потому что мозг не борется, он начинает помогать. Микулин был уверен, труд без смысла истощает, труд с целью восстанавливает. Ты не должен каждый раз искать пафосную миссию. Иногда достаточно задать себе, что я создаю, чем это поможет мне или другим, что изменится, если я это сделаю. Он писал, смысл – это топливо ума, без него он глохнет в середине пути. Если ты садишься за текст, за задачу, за работу, начни не с действий, а с осмысления. Почему это важно? Никому, а тебе. И тогда появляется энергия, которая не нуждается в похвале, которая не зависит от внешнего одобрения. Ты действуешь не ради оценки, а ради истины, не ради лайков, а ради внутреннего соответствия. Микулин писал, «Не заставляй себя через страх. Сделай так, чтобы дело отзывалось внутри. Потому что, когда ты работаешь изнутри, мозг больше не капризничает. Он хочет завершения, он хочет точности, он хочет результата. А значит, сила приходит сама, ты не ищешь мотивацию, ты ощущаешь необходимость, ты не ждешь вдохновения, ты просто знаешь, это важно. И в этот момент ты становишься неутомимым, ты не выгораешь, ты не сгораешь, ты двигаешься, потому что не можешь не двигаться. Ты внутри действия, которое тебе нужно. А значит, оно дает тебе силу. Вот почему 7-й принцип звучит не как правило, а как напоминание: найди смысл, и мозг включится сам. Как ты начинаешь день, так ты его и проживешь. Эта фраза звучит просто. Но Микулин считал ее ключевой. Он писал: «Утро не для суеты, утро для главного. Пока ум чист, пока тело не утомлено, пока день еще не навязал свои ритмы, у тебя есть выбор. Настоящий. Именно в эти первые часы ты можешь делать то, что в другое время кажется невозможным». Микулин начинал утро с ритуала «ранний». Подъем, дыхание, движение, короткая работа, требующая сосредоточения, усилие, совершаемое не по желанию, а по решению. Он писал: «Первые 2 часа – это подарок, и тот, кто тратит их на пустяки, обкрадывает себя. Соцсети, разговоры, хаотичная спешка размывают ясность, и весь день превращается в реакцию, в бесконечное «отвлекся», «собрался», снова отвлекся». Но если ты начинаешь с фокуса, если ты совершаешь маленький подвиг утром, ты меняешь не просто ритм, ты меняешь внутреннюю, Оськаса Микулин говорил, кто победил себя утром, тот не проиграет днем, потому что утром ты сильнее, чем думаешь. Пока еще нет лишних мыслей, пока еще есть тишина, пока еще ты ближе к себе. Ты не обязан делать много, ты просто можешь встать с первого сигнала, не тянуть телефон, сделать 3 минуты зарядки, написать 1 абзац, побыть в тишине, сказать себе «я начал». И мозг это запомнит, он будет повторять, он начнет просыпаться с готовностью. Микулин считал, утро – это не просто начало, это решение, кем ты будешь сегодня. И если ты начинаешь день с усилия, пусть малого, весь день становится продолжением этой силы. Вот почему 8-й принцип звучит просто: начни с себя, с самого трудного, с самого важного, и день пойдет за тобой, а не наоборот. Мы слишком часто ждем настроения, вдохновения. Сейчас не то состояние, позже, когда будет легче, но легче не наступает. Академик Микулин говорил: не жди настроения, жди сигнала и действуй. Он знал, вдохновение – ненадежный союзник. Оно приходит и уходит, оно может обмануть. И если ты строишь на нем, ты не строишь ничего. Но дисциплина – это другое. Это выбор, это опора, это та сила, которая работает в любую погоду, даже если внутри шторм. Микулин писал: дисциплина – это добровольная победа над хаосом внутри себя. Это значит, ты не спрашиваешь себя, хочется или нет. Ты просто знаешь, это важно. И ты начинаешь. И в этом настоящая свобода. Не «я могу не делать», а «я делаю, даже если не хочется». Вот зрелость. Он предлагал простое, но мощное решение – ритуалы запуска. Определенное время, привычное место, тишина. Короткое действие, которое включает тебя.
Ты садишься за дело не потому, что чувствуешь подъем, а потому что это твой внутренний приказ. Не мозг диктует, ты диктуешь. Он писал: «Живи в том, что делаешь, и делай то, что решил. Остальное — шум». Осознанность не философия. Это привычка быть внутри, не метаться, не ждать, не зависеть. Просто быть в действии. Именно там рождается ясность, не до, а во время. Ты идешь и в процессе видишь куда. Микулин часто повторял: ждать вдохновения все равно, что ждать погоды. Лучше взять зонт и идти. Эта зрелость и есть подлинная сила, когда ты действуешь не потому, что тебя понесло, а потому что ты выбрал. Вот почему 9-й принцип — это манифест. Действуй не потому, что хочется, а потому что решил. Пусть дисциплина станет твоей свободой, а ясность — твоим якорем. Ты можешь ждать вдохновения, подходящего состояния, легкости. Ты можешь надеяться, что мозг сам захочет делать трудное, но он не захочет. Не потому что он ленив, а потому что он выучил то, чему ты его учил. Он выбрал избегание, да, потому что ты это позволил. Но сегодня ты можешь дать ему другой сигнал. Академик Микулин показал: мозг можно перестроить, волю вырастить, устойчивость собрать как систему. Ты не должен быть гением, ты не должен быть сильнее всех. Ты просто можешь каждый день выбирать усилия. Вместо отговорки, ритм вместо хаоса, движение вместо ожидания. Когда ты начинаешь день с победы над собой, ты уже на шаг впереди. Когда ты не поддаешься импульсу, ты становишься тем, кто управляет собой, а это самая редкая сила в мире. Микулин верил в человека, который не ищет условий, а создает их, который не надеется на легкое, а строит устойчивое, и ты один из них. Если тебе близка эта философия, забери ее с собой, не как правило, а как внутреннее решение. И поделись в комментариях, что из этого видео ты хочешь начать уже завтра, что стало для тебя ключом. Это важно и для нас, и для тебя, потому что когда ты делишься, ты закрепляешь, а когда ты действуешь, ты меняешься. Спасибо, что ты здесь. Ты больше, чем ты думаешь, и ты сильнее, чем твой мозг привык считать.